Сегодня мы с вами разберемся с побуждением или по-другому IDM, ведь непонимание работы с данным инструментом не позволяет вам торговать прибылью. Именно в этом видео мы научимся верно находить индастмент и поймем, как его использовать в своей торговле. Если вы потерпите меня хотя бы 5 минут, я уверяю вас, на трейдинг вы взглянете совершенно по-другому. Побуждение для нас — это область, точнее конкретная точка, которая побуждает трейдеров покупать или продавать. Большинство трейдеров будут продавать после пробоя ближайшего минимума, либо покупать после пробоя ближайшего максимума. Так поступают многие. Согласитесь, вы попадаете точно в такую же ловушку. А теперь давайте посмотрим вот на этот график и подумаем, насколько такая стратегия будет прибыльной, если все будут покупать или продавать после пробоя ближайшего максимума либо минимума. Смотрите, у нас здесь буквально каждый раз получаем сразу же стоп. То есть здесь стоп мы пробиваем, здесь стоп мы пробиваем, в данной области мы пробиваем. То есть постоянно пробиваем данные зоны. А почему все здесь будут покупать? На самом деле здесь просто будут находиться очень-очень красивые ордер-блоки. И если помните, мы с вами говорили в видео про ордер-блок, что не каждый ордер-блок, который вы видите на графике, он будет являться рабочим и валидным для нас, даже если он не митигирован и выглядит максимально правильно. Именно поэтому, когда вы торгуете по стандартной стратегии Smart Money, которой вас обычно учат в русскоязычном YouTube, вы получаете большие убытки. А вот как будет выглядеть наш график, если мы удалим все лишнее и оставим только наш IDM, который постоянно заставляет трейдеров открывать заведомо убыточные позиции. На самом деле IDM — это первый правильный откат, который находится ближе всего к цене. То есть если мы с вами находимся на данном хае, первым правильным откатом будет вот эта точка. Не вот эта, не какая-нибудь следующая, а именно это. То есть первый правильный откат. Именно данное движение заставляет трейдеров открывать позиции на продолжение движения. То есть трейдеры ожидают что-то вроде вот такого вот движения. Однако, что происходит на рынке? На самом деле их просто сносит стопом, вроде бы потом в обратную сторону цена разворачивается, а после чего, возможно, они снова открывают позицию и их закрывает еще больше, потому что цена продолжает дальнейшее снижение. А для того, чтобы мы верно с вами определяли, что такое IDM и как находили на графике, давайте разберем пример дальше. У нас с вами есть текущее восходящее движение, и давайте попробуем найти IDM немножко выше. Итак, что мы видим? Мы видим пробой нашего босса, закрепление телом выше. Что мы должны сделать? Первоначально мы должны с вами найти наш IDM. Если мы с вами находимся на данном движении, да, давайте это я пока удалю, это лишнее. Если мы с вами видим, что мы находимся в данной зоне, мы подтвердили босс, наша задача найти IDM. Где же будет наш первый правильный откат в данном движении? Он будет находиться здесь. И дальше мы с вами будем смотреть, что происходит за нашей реакцией. Если цена поднимается еще раз выше и выше, мы должны сделать с вами следующее. То есть давайте мы пока остановимся здесь. Мы с вами должны при пробое данного хая увидеть, появился ли у нас новый правильный откат. В данном случае, совершенно верно, он у нас появился. И мы с вами его переносим дальше. Дальше мы должны дождаться либо пробоя данного хая, либо пробоя данного IDM. Если же все-таки мы пробиваемся выше, мы снова по лесенке передвигаем IDM. И мы будем его передвигать до того момента, пока не случится следующее. Не случится пробой нашего IDM. Давайте я пока вот так оставлю. То есть технически, если мы с вами пробиваем наш IDM, в данном случае мы должны будем поставить с вами верхнюю структурную точку. И именно это нам позволяет понимать, какие же у нас есть на графике зоны интереса, определять все пои в данной структуре от данного хая до данного лоя и принимать уже торговое решение. А если вы хотите узнать, что за торговое решение, обязательно досмотрите видео до конца, и вы поймете, какие сетапы можно брать от IDM. Идем дальше. Правило переноса IDM, оно максимально простое. Мы пробиваем хай, если мы находимся с вами вот здесь, и ищем первый правильный откат. Если в данном движении у нас есть первый правильный откат, значит мы ставим IDM сюда. Пробиваемся выше, мы переносим IDM и переносим данный IDM до момента, пока мы не заберем данное движение. А перед тем, как мы перейдем с вами к поиску IDM на графике, я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, в котором постоянно мы делаем обзоры на валюты, которыми я торгую. Также добавляю большое количество заданий, которые будут тренировать вас в понимании концепции Smart Money. Итак, давайте с вами разберем, как переносить у нас с вами IDM на нашем графике. Берем 15-минутную структуру, предполагаем, что у нас в данной зоне будет чок, и смотрим за дальнейшим движением.
На данной свече у нас подтверждается босс, поэтому мы имеем право поставить нашу точку на первый правильный откат. Из видео про первый правильный откат вы можете понять, что данная свеча, последняя свеча, не бывает правильным откатом, поэтому IDM у нас находится немножко ниже. Идем дальше. В данном случае у нас идет движение выше. Мы, поскольку перешли на следующую свечу, переносим наш правильный откат. И что мы с вами здесь видим? Мы с вами видим, как цена получает реакцию от IDM. Соответственно, мы должны поставить верхнюю точку. Единственное, верну еще и нижнюю. Технически у нас получился первый правильный откат, и мы его сразу же забираем. Делаем свип, и цена движется выше. Что у нас происходит дальше? Вот на этой вот зеленой свече мы получаем с вами подтверждение нашего босса и ищем первый правильный откат. Где же он будет? Спускаемся ниже. Первого правильного отката у нас на данном этапе нет. Поэтому мы пока временно переносим IDM сюда и смотрим, что будет дальше. Если мы с текущих пробиваемся вниз, то чок у нас остается на предыдущем месте. Если мы движемся выше и создаем новый правильный откат, мы его будем переносить, а нижнюю точку ставить вниз. Идем и смотрим, что будет происходить. Итак, идем с вами выше, 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 и вот здесь у нас появляется первый правильный откат, когда мы пробиваем данную черную свечу вот этой свечой. Соответственно, что мы с вами видим? Мы видим снова реакцию на наш IDM и дальнейшее движение выше. Это значит, что мы должны с вами отметить верхнюю точку и оставить нижнюю, поскольку у нас IDM теперь не равняется нашей нижней точке. Смотрим, что будет дальше. Дальше, после того, когда мы подтвердились данной зеленой свечой, мы с вами отмечаем снова наш IDM. Он будет находиться у нас на данном месте. Что мы видим дальше? Видим снова с вами реакцию нашего IDM, поэтому ставим с вами верхние и нижние точки и наблюдаем, что будет происходить дальше. После этого мы с вами получаем реакцию вверх, но поскольку данная реакция была одним коленом, мы временно переносим IDM немножко правее и смотрим, что будет дальше. Поскольку мы пробиваемся ниже, соответственно, предыдущий IDM мы убираем и верхнюю точку переносим выше. Дальше смотрим, что у нас происходит. Дальше у нас происходит пересвип нашего чока. Потом мы с вами подтверждаем наш чок, и в тот момент, когда мы с вами подтверждаем наш чок, мы должны найти наш IDM. Наш IDM — это первый правильный откат от нашей нижней точки. Итак, если у нас есть первый правильный откат, соответственно, мы получаем с вами реакцию, ставим нижнюю точку и идем дальше. Дальше мы с вами видим чок. Мы с вами видим чок и подтверждение данного чока на данной зеленой свече. Если у нас есть подтверждение чока, мы должны найти IDM. Мы находим IDM, IDM находится на данной свече. Сейчас мы с вами разберем, как переносить IDM, если мы с вами не получаем на него реакцию. То есть видим, что у нас есть пересвип, и только вот эта зеленая свеча подтверждает наш чок. Если мы подтвердили чок, мы должны начинать искать IDM. Смотрим дальше. Поскольку мы получили движение вверх, до IDM мы не дошли, мы смотрим, что будет с данным хаем. Данный хай мы пробиваем, первый правильный откат находится здесь, переносим IDM. Идем дальше. Пробиваем данный хай, IDM у нас будет находиться вот здесь. Напоминаю, первый правильный откат от данного хая, он находится здесь. Идем дальше. Пробиваем данный хай, и только сюда мы переносим с вами IDM. Последняя свеча не может быть IDM, поэтому мы с вами оставляем IDM здесь и получаем снова на него реакцию. Если мы получили реакцию на IDM, мы должны поставить верхнюю точку. Смотрим, что происходит у нас с вами дальше. Дальше мы с вами пробиваем снова наш босс. Имеем ли мы здесь IDM? Имеем. Если у нас с вами здесь IDM, совершенно верно, есть. Поэтому мы должны поставить нижнюю точку, и мы передвигаемся дальше. Здесь снова смотрим за реакцией на наш IDM. А дальше мы пробиваем данный хай, и поэтому мы должны перенести наш IDM. Наш IDM переносится на первый правильный откат. Перенесли. И так мы его будем переносить все дальше, дальше и дальше. Соответственно, здесь мы снова видим с вами реакцию на IDM и продолжение движения вверх. Если мы увидели реакцию на IDM, мы с вами ставим верхнюю точку и будем наблюдать, что будет происходить вот в этом диапазоне. А перед тем, как мы с вами разберем точки входа от IDM на младшем таймфрейме, я вам напоминаю, что на нашем канале проходит конкурс к видео «Как торговать ликвидность». Вам необходимо оставить осмысленный комментарий под данным видео, и когда мы наберем 2500 лайков под видео, мы разыграем бесплатный доступ для одного участника в наш Discord-канал, где данный участник полностью пройдет все обучение по концепции Smart Money и по итогам данного обучения наконец-то сможет торговать самостоятельно, без ожидания чьих-то сигналов, без ожидания тех же моих утренних разборов, а спокойно в своем понимании возьмет и начнет зарабатывать прибыль.
Итак, для того, чтобы нам понимать, в каких направлениях мы можем торговать от нашего IDM, мы должны с вами разобраться вообще логику торговли к IDM. Во-первых, если мы с вами видим, что цена находится очень-очень далеко от нашего IDM, да, то есть технически мы с вами сделали лой, но сделали это движение одним коленом, и по факту наш IDM является магнитом для нашей цены. Соответственно, если в нашем движении вырисовывается некая восходящая структура, у нас с вами есть в данном случае уже во внутренней структуре IDM, да, то есть это будет технически 15M IDM, и наш первый правильный ордер-блок после IDM. Если мы с вами видим реакцию на данное движение, мы должны с вами перейти на минутный таймфрейм. Когда мы переходим на младший таймфрейм, мы с вами смотрим следующее. Что у нас происходит непосредственно с ценой на младшем таймфрейме? Для нас это 1 минута. Мы с вами видим, что мы технически закрылись ниже нашего ордер-блока на 1 минуте, и фактически чок у нас очень-очень далеко. Что может нам говорить о дальнейшем движении в лонг? Только пересвип ценой нашего движения. Итак, мы с вами пока временно откатываемся, для нас точки входа нет, идем вроде бы выше. И здесь мы с вами делаем следующее движение. Мы с вами забираем лой предыдущей свечи. После этого мы сразу же с вами делаем чок одной свечой. И данная зеленая свеча для нас будет являться скобом. Что это говорит нам? Это говорит нам о том, что мы имеем право поставить отложенную заявку на закрытие данной свечи, а цель под данной точки входа у нас будет являться непосредственно наш IDM на 15 минутах. Смотрим, что происходит дальше. То есть технически, что мы с вами сделали? Мы с вами не вошли, как все люди, которые торопятся влететь в сделку, либо они вылетают в сделку, ставят там 3-метровый стоп. Наша задача быстренько войти в сделку с минимальным стопом для того, чтобы очень быстро выйти из данной сделки. Что происходит дальше? Дальше цена забирает нашу заявку и начинает движение выше. Буквально за несколько минут цена закрывает нашу сделку в прибыль. Отлично. Как это выглядит на 15 минутах? На 15 минутах буквально 30 минут, и наша сделка закрыта. В данном случае мы торговали фактически против тренда, но мы торговали непосредственно с целью закрытия нашего IDM. Если мы закрыли наш IDM, что будет происходить дальше? Технически мы его с вами свипнули, однако поскольку у нас идет движение очень импульсивно вверх, для нас этого маловато. Но вот когда у нас цена свипает еще раз наше движение, то есть фактически мы сделали небольшой свип IDM, начали очень долго здесь топтаться и сделали максимально большой свип, после чего закрылись внутри, мы с вами должны снова переходить на младший таймфрейм и уже искать сделку непосредственно в шорт от нашего IDM. То есть мы с вами находимся в нисходящем движении, поэтому мы должны найти шорт-позицию от нашего IDM. Мы с вами переходим на младший таймфрейм, и мы должны разобраться, что здесь у нас с вами происходит. Фактически у нас с вами есть первый правильный откат, мы его отмечаем. У нас есть первый правильный ордер-блок после нашего IDM, мы его также отмечаем. То есть фактически он у нас находится, правда, очень низковато, но будем смотреть. Очень часто, если у нас так низко находится ордер-блок, мы его должны свипнуть. Смотрим, что происходит дальше. Дальше у нас появляется новый IDM, мы его перенесли, чок у нас находится вот здесь, поэтому мы имеем право из данной зоны шортить. Смотрим, что происходит дальше. Дальше мы с вами заходим в наш ордер-блок, но мне не нравится, что мы пришли туда одним коленом. Я бы хотел всегда дождаться в данном случае пересвип, либо нужно было для моего входа пересвипнуть наш ордер-блок. Смотрим продолжение движения. Мы получили с вами пересвип, и если мы с вами получили пересвип, мы с вами выставляем лимитку под нашу свечу. Для меня это довольно неплохой сетап на вход, 1 к 5. Почему бы нет, хотя технически у нас вообще цель находится на нашем лое. То есть вот есть 8.74, довольно неплохо. Смотрим, что происходит дальше. Нас забирает в позицию, цена возвращается. Цена показывает дальнейшее движение. Когда цена закрывается под нашим лоем, в данной зоне нам необходимо всегда фиксировать какую-то часть позиции. Не нужно большую, достаточно только 1 R. Конечно, здесь у нас довольно маленькая зона, всего лишь 2.38, но обычно я всегда хотя бы чуть-чуть смотрю за характером движения цены. Очень сильно не нравится, что выше мы создаем трендовую ликвидность,
Это иногда говорит о манипуляциях. Смотрим, что происходит с ценой дальше. И дальше мы с вами видим, что мы пришли и закрыли нас по стопу. Однако, как мы закрыли нас по стопу? Мы закрыли нас по стопу, собрав всю текущую трендовую ликвидность и пересвипнув уже даже свечную ликвидность, которая находится здесь. На данном этапе мы с вами помним, что мы на 15-минутном графике свипнули наш IDM, свипнули свечу предыдущую, которая свипала IDM, поэтому мы с вами имеем право еще раз войти в позицию. Для данной сделки мы выставляем лимитную заявку под нашим скобом и смотрим, что происходит дальше. Здесь, конечно, у нас уже риск-прибыль немножко меньше, 7.38, потому что свеча намного больше. Но что же сделать? Такая свеча нас сразу же забирает в позицию, цена немножко возвращается, дает нам возможность, если мы упустили, перезайти, причем перезайти даже получше. Когда мы видим, что у нас небольшое тело свечи и большая свеча, есть вероятность, что отложенная заявка сработает немножко выше тел. Смотрим, что происходит. То есть мы с вами уже частично должны были хотя бы 1 R зафиксировать. И нас забирает. Отлично. Итого за одну небольшую сессию мы с вами получили 3 довольно неплохие сделки. Одна сделка принесла 5 R, вторая сделка принесла, если бы мы фиксировались, 1 R и убыток минус 1 по итогу 0. И в данном случае 7 R. По факту 5 плюс 7 минус 1 у нас получилось 11 R за одно утро. И все только при правиле понимания правильного IDM. То есть фактически мы с вами лонговали до IDM и шортили после снятия нашего IDM. А на этом у меня сегодня все. Пока.